Некоторые игры снабжают нас таким бэкграундом или так называемым лором, что иногда хочется побольше узнать о том мире, в котором все дело происходит. Сегодня будет мир, который заполнен призраками, и нам с ним предстоит бороться, при том, что эта игра все равно набор победных очков и выполнение целей. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. У меня на столе сегодня Земли призраков. Это игра от Ludus Magnus Studio. И это игра, в которой вы станете сенсориками. Неизвестное слово. У меня тоже оно вызывает некоторые ассоциации, но конкретно с ним я до игры это не встречался. Сенсорики — это люди, которые умеют общаться с призраками для того, чтобы уговаривать их уйти. В этой игре вы как раз будете такими людьми, которые живут в городе. В город призраки особо не суются, но в последнее время они прямо обступили и обложили его стены. И если вы не разберетесь со всеми проблемами, то городу, скорее всего, тоже придет конец. Вам нужно будет бегать по окрестным землям, выстраивать различные здания, которые будут добывать ресурсы, прокачивать свой планшетик, получать победные очки за продажу товаров и ресурсов, которые вы получаете за пределами города в самом городе. Ну и, конечно же, качаться, получать новые способности и, возможно, даже выполнить дополнительные цели в игре, если у вас будет такая возможность. А давайте потихонечку разбираться, как же быть сенсориком и бегать по землям призраков. Итак, у каждого игрока будет свой маленький вот такой планшетик, и фактически он же является памяткой того, что вы можете делать в свой ход. У каждого игрока будет 4 типа действий, и каждый из них он сможет выполнить определенное количество раз, в зависимости от того, сколько жетонов у него на этом планшетике лежит. Вот, например, если у меня 4 сапога лежат, это значит, я смогу пройти на 4 деления. Но все не так просто, разные деления требуют разного количества сапогов. Один раз могу пообщаться с призраками, один раз что-то построить и один раз что-то выкопать. Да, это не символ прокачки, это символ выкапывания. Как оно все работает? Вот, например, прям начинается мой ход, и я хочу походить. Если я хочу пойти в соседнюю клеточку, и там клетка города или клетка полей, то я трачу один шаг. Потратил один шаг, пошел. Если я хочу зайти на гору, то мне надо потратить 3 шага. А если я хочу зайти в лес, то 2 шага. Но я, например, хочу обратно пойти еще дальше на поле. Пошел на поле. Дальше у меня есть возможность либо с кем-то пообщаться была бы, либо что-то выкопать, либо что-то построить. Для того, чтобы что-то построить, нужно иметь какие-то ресурсы для начала. Ну, например, мы хотим добыть ресурсов себе. Вот здесь я могу добывать пшеницу, я добуду себе одну пшеницу. За это мой жетончик вот этот перевернет сюда. Альтернативно, я у любой клетки, которая находится рядом с озером, мог бы добывать воду. Вот такую вот. А как только вы что-то где-то добыли, туда сразу кладется такой жетончик, что больше оттуда добывать ничего нельзя. В данном случае я не могу добывать 2 раза, но считайте... Давайте скоротаем время, и я сделал вид, что у меня все это есть. А дальше я смотрю, что я могу построить. У меня есть такая памятка. Каждый вид здания что-то нам приносит и стоит определенное количество ресурсов. При этом рядом с водой можно строить водонапорную башенку себе, которая будет добывать воду в любом месте. В горах можно строить только добычу камня. В лесу можно строить только лесопилку, которая добывает дерево. И, соответственно, ферму можно строить только на пшеничных полях. И вот у меня за воду и пшеничку я мог построить себе только что-то на горе, например. То есть следующим своим ходом я пошел бы на гору и сделал бы следующим образом. Потратил бы 2 этих ресурсика, вернул бы их обратно и поставил бы себе горнодобывающую фабричку. А здесь прикольная штука, то что каждый домик это вот такой вот миплик, миплодом с выемочкой сверху. И именно этой выемочкой вы пользуетесь для того, чтобы вставить туда свой кубик и обозначить здесь свой ресурсик. Вот. Это я бы стройку воспользовался. Если бы на поле уже были призраки, например, вот здесь, я мог пойти к призраку и поговорить бы с ним. От него за это я избавился и получил бы бонусы. Бонусы у нас указаны на таких карточках. Я, чтобы получить какой-то бонус, бросал бы кубик. Бросил бы кубичек вот это вот, посмотрел бы, чему он соответствует. Это 2 монетки и 1 любой ресурс. Взял бы себе 2 монетки и 1 любой ресурс. Допустим. Это то, что я могу делать своими базовыми действиями, но есть еще и всякие различные действия в городе. Например, в городе мы в самом можем торговать. Если я приду обратно в центр, я могу продавать ресурсы по вот этой карточке. Как-то не указано. 1 ресурс за 2 монетки, 2 одинаковых ресурса за 5, 3 одинаковых ресурса за 8. Эти карточки могут быть немножко разные, которые вот здесь лежат, и они отвечают за следующие вещи. Вот эта вот карточка говорит о том, что между сезонами она будет меняться. И она будет требовать все больше и больше жетонов разговора для того, чтобы прогнать одного из призраков. Но также будет увеличено количество ресурсов и денег, которые мы получаем за борьбу с призраками. А в 3-м раунде будет вообще, в принципе, давать нам победные очки в том числе. И мы их будем начислять себе сразу на вот этом вот приятном треке. Таком вот бежать, 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 бежать. Также, вот в этой части города я уже за деньги, которые получил от продажи на рынке,
мог бы прокачивать себе, например, вот эти вот показатели. Это разные способности, и каждый раз, когда я получаю одну из них, я выставляю свой кубичек вот сюда и получаю за это победные очки, что тоже круто. Плюс получаю дополнительные всякие фишки. И вот эти карты, они тоже в игре разные, и подбирается специальный набор на каждую партию, и какие-то из них будут влиять на движение, какие-то из них будут влиять на взаимодействие с духами и так далее, с призраками в смысле. Каждая карта дает вам дополнительную способность. Например, вот это говорит о том, что вот такие клички для вас такие одинаковые. То есть вам не надо заходить глубоко в город, чтобы поторговать, вы можете поторговать на окраинах. А вот такая говорит о том, что после того, как вы поговорили с призраком, вы можете развернуть обратно один жетончик. И в первом раунде, конечно, было бы очень выгодно получить, но в целом и во втором неплохо. Особенно, если вы прокачиваете себе вот эти навыки. Как же работает прокачка? Кроме того, что вы можете прокачивать себе вот эти вот навыки, получать за них победные очки и получать новые способности, вы также имеете право прокачивать свой планшетик, и здесь указано, сколько вам нужно заплатить денежек для того, чтобы получить туда дополнительный жетон. И если, например, я заплатил 5 денежек, я могу взять себе еще раз поговорить с призраком. И тогда во втором сезоне я могу с ним еще разговаривать. Если вы не успеете сделать в первом сезоне дополнительный разговор себе, то вряд ли вы во втором сезоне с кем-то вообще в принципе договоритесь. И это вот базовая механика, как работает в принципе игра. То есть вы бегаете по землям, расставляете различные здания, то есть мельнички ставите для того, чтобы добывать пшеничку на полях, или, например, ставите себе лесопилочки в лесах для того, чтобы добывать дерево и так далее. В начале каждого раунда, каждого круга все ваши добывающие здания будут приносить вам ресурсы, которые вы потом побежите продавать, или которые вы будете использовать для того, чтобы построить себе еще больше добывающих зданий, или еще больше прокачать свой планшетик, продавая различные ресурсы на рынке. Но это не все, что происходит в игре. В игре также происходит следующее. В начале каждого раунда будут появляться призраки. Призраки появляются вот по такому кубику. Игрок, который меньше всего очков, бросает этот кубик, например, выпали горы, берет 4 призраков и выставляет их на любых горах. То есть, например, он поставил бы сюда, если бы это был, например, фиолетовый игрок, сюда, вот сюда и вот сюда. Почему он не ставил здесь? А потому что он не хочет их ставить рядом со своей фермой. У нас есть карточка с призраком, которая лежит, которая говорит о том, что все здания, которые находятся на клетках рядом с призраком, не приносят ресурсов в момент, когда они должны приносить ресурсы. И получается, что зеленый игрок не получил бы свое дерево, потому что здесь есть, а красный игрок не получил бы свой камень, потому что здесь есть, а фиолетовый игрок все равно получил бы свою пшеничку. И эти карты для призраков также разные. Они с разными способностями. Плюс есть дополнительная возможность усложнить себе игру, добавив, например, вторую карту или даже положив все 3 карты призраков себе в игру, если вы хотите это сделать. Ну и, соответственно, у нас есть памятка того, как мы переходим, что у нас происходит здесь во время игры. В конце каждого цикла мы убираем все такие вот жетончики и, соответственно, можем добавить новые ресурсы. То есть в итоге вы будете бегать по землям, у вас будет все время не хватать немножко места, потому что где-то будут находиться призраки, с которыми вы не успеваете поговорить, потому что у вас закончились жетоны. Где-то у вас будут лежать такие жетончики, и вы не сможете на них добывать ресурсы своим действием добычи ресурсов. Но где-то у вас просто эти жетончики добычи ресурсов и закончатся. И так вы делаете 3 раза. 3 раза вы полностью тратите все жетоны своего планшета, которые хотите. А потом наступает новый сезон. В новом сезоне у вас сменяется вот эта карточка, она становится более мощной по наградам, но также и более требовательной по разговору с духами. Также уходят вот эти все жетончики, и происходит еще один момент. Все игроки, кроме самого первого по победным очкам, возьмут у себя и выберут одну из таких карточек. А после второго сезона выберут 2 карточки. И вот это элемент игры, который чрезмерно сильный дает преимущество тем игрокам, которые отстают. Эти карточки, фактически, это дополнительные задания, которые принесут вам победные очки в конце игры. И там могут быть разные. Там могут быть иметь 3 ресурса одинакового типа и за это получить 3 победных очка, иметь 3 денежки и за это получить 1 победное очко, выставлять сюда вот свои жетончики и за это получить победные очки, или, например, иметь больше всех зданий в каждом конкретном тайле региона. И в итоге суммируются победные очки, те, которые были получены в ходе игры, плюс победные очки, полученные с этих карт. Иногда на них можно заработать прям очень-очень много очков и обогнать того, кто всю игру ушел впереди, потому что у него не будет этих карточек. Но в целом игра достаточно приятная, оформление у классное. Даже на тайликах, если посмотреть, здесь на каждом тайле есть маленькая пасхалочка. Здесь, например, у нас, да, если приглядеться, у нас белый ходок, башня Рапунцель, вот с косой, с длинной торчащей. Вот здесь у нас лохнесское чудовище, здесь у нас вот Элли с ее друзьями идут через поле и так далее. Авторы к деталям игры отнеслись очень скрупулезно. И, конечно же, вот эти штучки, мипл-домики, которые обозначают своими кубиками, тоже очень приятные. Игра по правилам очень простая. Вот это по факту является вашей памяткой. Плюс вот маленькая памятка есть здесь по ходу сезона, как у вас все работает. Но в целом все иконографика здесь обозначена. И даже если вы несколько месяцев не играли в игру, вы сможете вернуться в нее и не перечитывать правила. Игра не злая. То есть друг другу вы насолить можете, ну разве что тем, что последний игрок будет выставлять призраков к вашим фермам или туда, где вам было бы невыгодно. А так, тот, кто лучше всех качает свой планшетик, тот, кто лучше сможет воспользоваться всеми действиями, которые у него есть, и тратить их каждый раунд максимально эффективно, разговаривая с призраками, получая дополнительные ресурсы и выстраивая все новые и новые здания,
И, конечно же, при возможности, если ему повезет и получит такие карточки себе, то тот, скорее всего, в игре и победит. Так что, если вы хотите отправиться в землю призраков, хотите простую игрушку, которая немножко отдает вам духом приключений и борьбой с привидениями, то земли призраков могут вам вполне понравиться, а продакшн здесь действительно очень приятный. И это все на сегодня, что я вам хотел сказать. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!